Госдепартамент США заявил про приостановку выдачи иммиграционных виз для граждан 75 стран, начиная с 21 января 2026 года. Сегодня мы спрашиваем у опытного иммиграционного адвоката Татьяны Аристовой, что это означает. Добрый день, Татьяна. Добрый день, здравствуйте, Данил, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С удовольствием отвечу на ваш вопрос. Что означает этот запрет и почему люди запаниковали? Почему люди запаниковали, это понятно, потому что сформулировано все достаточно абстрактно, и человек больше всего боится неизвестного. Поэтому, безусловно, отсутствие каких-то четких правовых рамок во всех отношениях этого запрета – это, безусловно, причина паники. Что все это означает? Прежде всего, это означает запреты и задержки, больше, чем, я думаю, запреты. Значит, первые эффекты этого постановления мы уже увидели, в частности, буквально за несколько дней до принятия этого постановления у нашего клиента благополучно прошло интервью на воссоединение семьи, а потом ему прислали запрос. Значит, запрос примерно так же, как это постановление, очень абстрактный. Значит, там написано, что нужно предоставить очень много материалов и о самом заявителе, и о петиционере. В данном случае воссоединяется мать и взрослый ребенок с семьей. Значит, соответственно, просили документы и об образовании самого бенефициара, который приедет в Соединенные Штаты, чтобы показать, что у него будет потенциал здесь работать, очевидно. Информацию об опыте работы, справки с мест работы всех членов семьи, то есть подтвердить работоспособность и желание, возможность, намерение работать здесь, в Соединенных Штатах. Также попросили дополнительные материалы с работы петиционера, что вот она будет продолжать работать, будет продолжать содержать своего сына или будет просто его содержать в случае, если, значит, он приедет сюда, чтобы он не оказался на велфере. То есть основной фокус вот этих вот банов, приостановок и перемен в обработке консульских заявлений связан именно с фокусом на том, чтобы люди не получали пособия, не садились на шею государству, и вот об этом все дополнительные материалы, запрашиваемые консульством. Так что я думаю, что фактически это означает, что нужно будет предоставлять больше материалов, доказывающих, что человек не будет находиться на социальных пособиях, и, соответственно, обработка этих материалов, возможно, выльется в задержки. Госдепартамент заявил про приостановку всех иммиграционных виз. Вы могли бы прокомментировать, какие визы подпадают под этот временный запрет? Это означает полный запрет на иммиграцию? Нет, безусловно, полного запрета на иммиграцию здесь нет. Как я уже говорила, все связано с, во-первых, изменением и ужесточением процедуры. Чиновник не может просто так начать с заявителей требовать какие-то дополнительные документы, нужны правовые рамки, нужны какие-то руководства относительно того, как предоставленные документы оценивать. Поэтому задержка, которая объявлена, это не запрет, это именно задержка. И вот она связана с необходимостью перестроить операции, перестроить руководящие указания для сотрудников Госдепартамента. Соответственно, иммиграция будет продолжаться, но затрагивает эта задержка все категории иммиграционных виз, начиная с воссоединения семьи и заканчивая документами через работодателя, а также затрагивает документы, связанные с лотереей грин-карт. Вы могли бы прокомментировать, какие страны попали в черный список, вот в эту задержку, в эту паузу, и почему, может быть, эти страны оказались? Это по той причине, то, что вы только что сказали? Ответ на вопрос, почему, собственно говоря, связан с политикой нашего правительства. Значит, президент Трамп фокусируется на том, чтобы иммигранты не создавали дополнительную нагрузку на бюджет США. Соответственно, вот с его настроем, скажем так, на эту тему и связаны вот эти вот решения. Значит, что касается стран, которые туда попали, не будем зачитывать все 75 стран сейчас в эфире, но большинство постсоветских республик русскоговорящих туда попали, за исключением там пара стран буквально, и такие большие страны, как Россия, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан, все эти страны попали в этот список. Очевидно, это связано с тем, что большое количество выходцев из этих стран
претендовали на какие-то государственные бенефиты здесь, в Соединенных Штатах. Но так как в списке всего 75 стран, то это почти все страны, большее количество. Вот, так что неудивительно, что вот почти все туда и попали. Мы ссылку на официальный меморандум оставим здесь в описании. Вы сможете прочитать все 75 стран и сам текст заявления. Если Трамп и его команда считают, что иммигранты из этих стран приезжают, живут на соцобеспечении, то означает ли это, что временный запрет не коснется тех, кто эмигрирует в США, ну, например, по бизнес-визам, по грин-карте талантов, или визе инвестора, или золотой визе? Ну, наверное, глупо думать, что человек, который тратит $1 миллион или там сколько-то на развитие бизнеса, станет жить на пособии. В настоящее время не объявлено о каких-либо исключениях из данного требования. Другое дело, что человек, который едет в грин-карте, связанный с выдающимися способностями, или человек, который едет на основе инвестиций, логично полагать, что этому человеку будет легче доказать, что он не будет претендовать на социальные бенефиты и пособия, поскольку он сможет показать и образование, и знания и навыки, которые позволят ему здесь продуктивно работать. Многие такие петиции сопровождаются уже бизнес-планами и документами, которые показывают, чем этот человек тут будет заниматься. То есть ответ на вопрос о том, почему вы не окажетесь на государственных пособиях, этим людям будет дать значительно проще, чем кому-то, кто едет, возможно, по воссоединению семьи. И особенно здесь, конечно, такая печальная тема – это родители граждан Соединенных Штатов, которые часто уже сами на пенсии, не работают, и здесь вот их детям нужно будет очень серьезно доказывать, что они смогут родителей содержать, и что их родители не будут претендовать на социальные пособия и гособеспечение. Вот. Ну и также, конечно, воссоединение семьи тоже будет требовать значительно, я думаю, больших ресурсов и доказательств, чем просто предоставление того, что называется affidavit of support. Я хочу напомнить, что это видео делается в информационных целях, и оно не содержит юридический совет ни в каком виде. Каждая конкретная ситуация уникальна, и по вашей юридической ситуации необходимо проконсультироваться с лицензированным юристом. Контакты Татьяны Арестовой будут здесь в описании. Вы можете записаться на консультацию с Татьяной и обсудить именно ваш кейс. А от себя хочу добавить, подписывайтесь на наш канал. Если вас интересуют новости иммиграции, то задавайте вопросы, ставьте лайки, нажимайте на подписку. А вот такой вопрос. Ведь это меморандум, он исходит от Госдепартамента США, но одобрение петиции I-140, например, и Adjustment of Status – это в ведениях другого министерства, Department of Homeland Security, и их подразделения USCIS, если я не ошибаюсь. Вот коснется ли объявленная пауза работы USCIS? Данное конкретное объявление касается только дел, которые проходят через Госдепартамент, то есть через консульство. Соответственно, вот именно эта инструкция, она касается только тех заявителей, которые подают на визу за пределами Соединенных Штатов, на иммиграционную визу. И, соответственно, для тех, кто подает здесь на adjustment of status, напрямую данное указание, не касается этих людей. Но, естественно, что дым без огня не бывает, и понятное дело, что если Госдепартамент имплементирует какие-то новые подходы, то и иммиграционная служба тоже будет их имплементировать. Поэтому возможно, что заявители, которые подают на смену статуса, на adjustment of status здесь, в Соединенных Штатах, они столкнутся с дополнительными запросами, request for evidence называются, RFE такие запросы, или, может быть, их более тщательно будут спрашивать на интервью. Поэтому я думаю, что стоит принимать этот меморандум во внимание, например, если вы готовитесь к прохождению интервью в Соединенных Штатах, стоит взять с собой дополнительные документы. В случае, если у офицера будут вопросы о том, как и почему все-таки вот вы, дорогой заявитель, не окажетесь на социальных пособиях в Соединенных Штатах, стоит иметь на это аргументированный ответ, даже если вы идете на интервью по браку или еще по какой-то статье, по которой напрямую этот вопрос раньше не задавался и решался с помощью affidavit of support. Если affidavit of support, то есть документ о финансовой поддержке, предоставлялся спонсором, петиционером, то вопрос считался решенным. Вот теперь, возможно, иммиграционная служба тоже будет выходить за рамки этого документа и требовать дополнительных доказательств,
Поэтому будьте к этому готовы. Если вы здесь обучаетесь на какую-нибудь полезную специальность, можете взять об этом документ. Если у вас уже есть работа, прекрасно. Если у вас есть образование, вы в поиске, есть хорошие шансы найти работу, или если вы развиваете свой бизнес, вот об этом во всем нужно быть готовым офицеру рассказать и, возможно, предоставить подтверждающий документ. А вот эти дополнительные документы, о которых вы сейчас сказали, если человек, например, сейчас в процессе подготовки кейса на иммиграционную визу, допустим, EB-1, EB-2, EB-2 National Interest Waiver, стоит ли им как-то переформатировать свои документы, приложить какие-то дополнительные документы в кейс? И вообще, что им сейчас стоит делать? Стоит, безусловно, помнить о том, что эти типы виз, они, в общем-то, всегда требовали достаточно детального обоснования того, чем человек будет заниматься в Соединенных Штатах. Сейчас с приходом администрации Трампа мы заметили в иммиграционной службе больший фокус на обоснование полезности человека в рамках EB-1 кейса, EB-2 кейсов, естественно. Нужно предоставлять детальный бизнес-план или персональный план, или профессиональный план, показывать, доказывать, что человек принесет пользу Соединенным Штатам, возможно, даже предоставлять экономический анализ этой пользы и показывать, что страна получит серьезные преимущества в случае разрешения иммиграции для данного заявителя. Поэтому сейчас никогда фокус на этом анализе актуален, и, естественно, стоит рассмотреть свой кейс с точки зрения того, насколько детально вы обосновываете пользу, которую получат Соединенные Штаты в случае, если вы получите грин-карту. На этом, безусловно, стоило фокусироваться раньше, но сейчас стоит фокусироваться вдвойне. Правильно ли я вас понял, что временный запрет касается консульской обработки, то есть тех, кто ожидает интервью на грин-карту за границей? И касается ли это тех, кто внутри США? Ну, вот как я уже сказала, официально данный документ касается только тех, кто проходит интервью в консульстве, и только по иммиграционным визам. Но иногда в нашей юридической практике иммиграционной нужно уметь читать между строк и делать выводы из тех документов, которые публикуются. И вот тот вывод, который мы делаем сейчас, это вывод о том, что не стоит успокаиваться и закрывать глаза на этот документ тем, кто находится здесь. Это, скорее всего, будет распространено на тех, кто находится здесь. И здесь дело не только в задержках, о которых объявлено, но и в том, что нужно будет давать дополнительные документы и более подробно раскрывать тему о том, что вы не будете получать пособие, не станете обузой для государственной системы Соединенных Штатов. А как быть тем, кто уже подал кейсы, например, те же самые EB-1, EB-2 National Interest в USCIS, и сейчас кейс в стадии рассмотрения? Что-то можно сделать? Безусловно, прежде всего нужно подумать о том, какие документы вы сможете собрать и предоставить, если придет запрос. Мы не советуем отсылать какие-то иммиграционные документы или подгружать их в свой аккаунт до того, как иммиграционный офицер пришлет запрос, какой-то, например, request for evidence, запрос на дополнительную информацию. Но при подготовке ответа на запрос, безусловно, нужно учитывать вот этот вот фокус на повышенном внимании к материальной, финансовой, бизнес, экономической пользе, которую заявитель собирается принести. И для укрепления, усиления кейса нужно помнить, что эту тему нужно развивать очень подробно, возможно, привлекать экспертов, которые смогут аргументированно подать офицеру обоснование того, что вы принесете серьезную именно экономическую пользу, и непрямым образом из этого вытекает, что вы сами тоже будете финансово обеспечены и не будете претендовать на социальные пособия. Татьяна, я за последние пару дней очень часто вижу в своей ленте такой вопрос. А что будет с визой талантов О1? Виза О1, как уже сказано ранее, она требует не иммиграционного намерения, поэтому в визе этой могут отказать, если у человека иммиграционные намерения явно проявляются или он не доказывает неиммиграционных намерений. Значит, соответственно, чисто формально к этой визе объявленные задержки отношения не имеют, поскольку эта виза не иммиграционная. Однако стоит помнить о том, что, опять же, все эти задержки связаны с фокусом на том, чтобы человек финансово себя обеспечил и не претендовал на пособие.
Поэтому я подозреваю, что людям, у которых нет твердого обоснования источника дохода, достаточного для их проживания, люди, у которых, возможно, не очень высокий доход, иногда бывают танцоры, музыканты, спортсмены, приезжают сюда не на какие-то очень доходные места, а у них небольшой доход. Вот в этом случае я боюсь, что им будет труднее получить визу, поскольку консульский офицер, я думаю, будет проявлять внимание к тому, какой доход получает заявитель, будет получать, откуда, из каких источников, и не будет ли он претендовать здесь на помощь государству. Поэтому, хотя и прямого запрета нет, но косвенное влияние, я думаю, что будет ощущаться. Если человек в предыдущие годы выиграл в лотерею Green Card DV, что теперь с ними будет? С лотереей у нас ситуация сейчас достаточно тяжелая. Люди, которые подали на adjustment of статус, им проще, поскольку они находятся на территории Соединенных Штатов. И, например, в нашей юридической практике, понимая, что у людей очень ограниченное время, лотерея заканчивается, можно сказать, превращается в тыкву 30 сентября каждого года. Мы в таких случаях, если подана заявка на adjustment of status, не дожидаемся, чтобы иммиграционная служба назначила интервью, поскольку она может его вообще не назначить до 30 сентября. Мы подаем петицию в федеральный суд, которая называется Petition for Writ of Mandamus. То есть это петиция, когда вы требуете от государства, чтобы оно сделало то, что оно должно сделать. И, соответственно, мы просим государство рассмотреть данный иммиграционный кейс вовремя. И я думаю, что люди, которые подадут такого рода петицию, они смогут преодолеть запреты, задержки, доказать все, что нужно доказать, и смогут получить свои документы вовремя. Вот что касается людей, находящихся за границей, здесь все сложнее. Я знаю, что есть адвокаты, которые пытались подавать подобного рода иски в 2020 году в связи с тем, что была пандемия, и тоже не рассматривались лотерейные дела. Но там шло с переменным успехом, какому-то количеству их клиентов либеральные судьи разрешили все-таки пройти, например, зарезервировать номер и пройти позже, после 30 сентября. Но это удалось далеко не всем, то есть это более тяжелый вопрос, если человек находится за рубежом. По ситуации на сегодняшний день мы видим большие задержки, и люди, даже если они приходят на интервью, они часто решения не получают в нужные сроки, хотя очень надеемся, что все-таки администрация Трампа будет выполнять закон. В законе написано, что администрация должна рассматривать такого рода дела, должна выносить решения. Скорее всего, будут, опять же, образовываться, если не будут выноситься решения, такие вот коллективные иски, в ходе которых люди будут требовать соблюдения их прав. Но посмотрим, как это будет рассматриваться сейчас при новом составе Верховного суда. Вы сказали про суд, и еще ранее вы упомянули, что отсутствуют правовые рамки нынешнего запрета, то есть приостановки. И фактически вот это заявление Госдепартамента – это не опубликованный закон. Вы могли бы сказать вообще, какой правовой статус этого решения, этой приостановки, и можно ли оспорить в суде, и будут ли споры, как вы считаете? Думаю, что споры будут, думаю, что будут иски. Оспаривать, безусловно, можно, в частности, по причине того, что не была соблюдена процедура, в ходе которой сначала нужно опубликовать предлагаемую меру, подвергнуть ее обсуждению, а потом уже вводить ее в практику. Также, так как это избирательный закон, можно, опять же, чисто теоретически предъявлять иск о нарушении так называемой equal protection. Можно также строить свой иск на нарушении иммиграционного закона, который предусматривает, что в разумные сроки должно агентство рассматривать эти визовые заявления. Это нарушение APA, Administrative Procedure Act, если это все в разумные сроки не рассматривается. Однако, с другой стороны, я думаю, что тот факт, что эти люди находятся за рубежом, это во многом ослабляет позицию тех, кто хочет пойти в суд, поскольку, опять же, у нас есть доктрина, которая по-английски звучит как consular non-reviewability,
что означает, что решения консульства не могут быть оспорены в суде. И это такая довольно текучая такая концепция, когда, например, американские граждане, супруги, подавшие на своих супругов и так далее, они все-таки могут что-то оспаривать, они не могут оспаривать какие-то аспекты решения консула, но они могут оспаривать аспекты, связанные с due process, то есть с должным ведением дел. То есть есть определенные основания, чтобы подать в федеральный суд, но это непросто, и каждый такой иск может решаться по-разному в зависимости от суда, от судьи. И если какой-то такой иск дойдет до Верховного суда, возможно, что при нынешнем составе Верховного суда будет вынесено решение в пользу администрации Трампа, так как это очень консервативный суд. Поэтому здесь все достаточно неопределенно, подавать какие-то петиции, документы теоретически можно, но успех вот подобного рода начинаний тоже зависит от многих факторов, поэтому не стоит прямо вот сразу чуть что бежать в суд. Эти вопросы нужно решать в индивидуальном порядке. Трамп осенью прошлого года ввел оплату $100 тысяч за визу H-1B. Затем он поставил на паузу на неопределенный срок лотерею. Сейчас Госдепартамент заявил о вот этой паузе, да, для 75 стран. Является ли это элементами большой картины, и какие вы ожидаете изменения в иммиграционном законодательстве дальше в 2026 году? Да, вы еще забыли упомянуть, что администрация Трампа поставила на паузу решение по делам на убежище. Это тоже было достаточно болезненной мерой. И вы, безусловно, правы. Мы видим ужесточение иммиграционного режима по всем статьям. Это ровно то, что Трамп обещал своим избирателям. Ну и неудивительно, что он эту программу пытается воплотить и претворить в жизнь. Поэтому я думаю, что тенденции на усложнение, ужесточение иммиграционной политики будут продолжаться. Насколько это продуктивно для Америки, вот тут вот большой вопрос, потому что Америка всегда привлекала иммигрантов. Иммигранты – это те люди, которые создали эту страну, это те люди, которые помогают ей оставаться сильной. И я очень опасаюсь, что Америка потеряет больше, чем приобретет в результате этих политик. Но это решение, которое сделали избиратели. Возможно, в следующем избирательном цикле они каким-то образом поменяют свое мнение. А в прошлом году была еще одна пауза на выдачу виз для граждан Украины. Примерно ориентировочно с февраля и до июня. Как вы считаете, нынешняя пауза для граждан 75 стран, она может продлиться меньше или больше? Ну, собственно говоря, это то время, которое потребовалось для того, чтобы федеральный суд принял решение о том, что данная пауза была незаконной, и заставил правительство вновь принимать решения по тем делам, по которым они, согласно закону, должны эти решения принимать. Если будет иск, в котором будет найдена так называемая концепция standing, то есть право для заявителей просить рассмотрения их дел в федеральном суде, возможно, федеральный суд обяжет примерно в такие же сроки, обяжет Госдепартамент все-таки делать свою работу и дела рассматривать. Я подозреваю, что здесь в самом выигрышном положении, как я уже упоминала, находятся граждане Соединенных Штатов, которые подавали документы на своих родственников, прежде всего по браку, ну и по другим аспектам воссоединения семьи. И, скорее всего, эти люди, столкнувшись с сильными задержками, будут подавать документы в федеральный суд. И, возможно, мы услышим мнение федеральных судей по этому поводу вот в течение где-то полугода. Так что будем следить за событиями. И будем надеяться. У меня последний вопрос. Вы абсолютно верно заметили то, что Америка построена иммигрантами. Насколько я помню статистику, у 97% американцев не течет в жилах кровь коренных американцев. То есть это или иммигранты, или потомки иммигрантов. И прямо сейчас сотни тысяч, наверное, миллионы людей готовятся иммигрировать в Америку. И у меня к вам вопрос, завершающий наше видео. Какой лучший план действий вы могли бы посоветовать тем, кто готовится на грин-карту и находится либо в США,
либо находятся за границей? Ну, все, что я могу сказать, что люди, в общем-то, хотели, мечтали приехать в Америку всегда, то есть ничего нового в этой ситуации нет. Но сейчас, как никогда, мне кажется, американская иммиграционная политика направлена на то, чтобы привлекать только тех людей, которые могут действительно принести Америке серьезную пользу. Поэтому прежде всего стоит рассматривать вопрос об иммиграции тем, кто обладает или техническими знаниями, или уникальными навыками, люди, которые могут действительно серьезную пользу Соединенным Штатам принести. Поэтому я думаю, что стоит думать прежде всего о том, что вы могли бы сделать для Америки, а не что Америка могла бы сделать для вас. Поэтому если человек фокусируется именно на этом аспекте, что вы можете предложить, чем вы можете быть полезными, то тогда ваша иммиграция пройдет успешнее. Пускай все ваши визы и грин-карты будут одобрены, и встретимся в Америке. Спасибо вам, Татьяна, огромное. Спасибо вам, до встречи.